Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас попробуем сделать глиттер в домашних условиях. Так как хороший глиттер Нирхау не всегда бывает в продаже, мы иногда вынуждены прибегать, собственно, к таким доморощенным средствам, как самодельный глиттер. Но на самом деле он работает достаточно хорошо и получается достаточно высокого качества. Глиттер наносить кистью очень неудобно, поэтому мы будем использовать старую тубу от глиттера. Причем в таких тубах продаются и не очень качественные глиттеры, поэтому если, соответственно, у вас нету хорошего глиттера и нету пустой бутылочки от хорошего глиттера, можно купить плохой глиттер и использовать его тубу. Видите, она открывается, то есть исходная это вот такая вот туба, крышечка откручивается, носик таким вот образом снимается. Вот, я его промыла хорошо, и вот он у меня, соответственно, такой чистенький. Мы туда зальем, собственно, уже готовый глиттер. Для того, чтобы сделать глиттер, нам нужен клей для декупажа по ткани. Самый лучший клей, который дает хорошие результаты, это вот такой вот Идея декупаж, компания Meimory. Такой вот. У него консистенция молока, такой жиденький-жиденький. Соответственно, когда я начинала заниматься этим делом, я купила еще вот такой вот другой клей для декупажа по ткани, Евана Текстиль. Он тоже у нас похож на ПВА, но у него консистенция значительно такая более густая. Почему-то изначально я думала, что вот такой вот клей будет лучше для изготовления глиттера, но оказалось, что лучшие результаты показывает именно вот этот вот клей. Поэтому Евану мы сейчас не используем, а используем Идея декупаж. Нам нужна с вами мерная ложечка, которой мы будем отмерять количество клея. Я набираю клей одну или две, наливаю в стаканчик. Можно, наверное, побольше чуть-чуть сделать. Вот я налила 6 мер клея, пока этого достаточно. И дальше я буду работать с блестками. Значит, блестки бывают разные. Вот смотрите, вот такие вот крупные блестки, видите, достаточно крупные частички, нам не подойдут. Когда мы пытались сделать глиттер с такими блестками, там получается, что когда мы заливаем его уже в тубу, блестки остаются в тубе, а выдавливается только клей. То есть нам нужны очень мелкодисперсные блесточки, вот такие вот. Видите, они как пыль. А эти крупненькие. Сейчас покажу. Вот. Здесь вот прям видно, что дробность этих блесточек. И для работы с блестками лучше надеть перчатки, потому что в блестках будет, конечно, будут все руки. Это немножко неудобно. В различных рецептах изготовления глиттера приводятся пропорции. Но на самом деле про все пропорции все равно будем делать на глаз. Мы знаем приблизительно густоту глиттера. Здесь у меня 6 ложечек клея. Давайте посмотрим, сколько у нас туда добавится ложечек блесток для хорошей консистенции. Я сейчас налила 6 ложечек клея, 4 ложечки глиттера и размешиваю. Ну вот, получился, в принципе, неплохая консистенция. Я бы сделала чуть-чуть еще погуще. Сейчас у меня 1 к 1 получилось.
Ну вот как глиттер-то, в принципе, он уже хороший. Весь вопрос, как он у нас будет выдавливаться из тубы. Может быть, нужно будет чуть-чуть подразбавить. Да, наверное, все-таки чуть-чуть пожиже нужно сделать. Получилось 8 ложечек клея на 6 ложечек глиттера сухого. Ну, я думаю, что так достаточно. Теперь моя задача налить это аккуратно в тубу. Теперь я могу закрыть тубу носиком. А теперь можем попробовать, что у нас получилось. Зачастую нужно чуть-чуть перемешать иголочкой в носике. Если у нас блестки не идут хорошо сквозь носик, да, идет в основном клей, то тогда нужно срезать кончик тубы, и, соответственно, тогда у нас блестки будут у глиттера легче выходить. Вот, да, и таким глиттером можно, в принципе, вполне нормально пользоваться. Сейчас мы дождемся, когда глиттер высохнет, и проверим его качество. Ну вот у нас высох глиттер, и мы можем сейчас проверить, как он работает. Здесь я специально нанесла глиттер Нирхау, чтобы мы посмотрели разницу между двумя глиттерами. Он лег чуть-чуть гуще, чем мои финальные мазки, да? Но в принципе то, что я вижу, меня вполне устраивает. И смотрим на растяжимость. Значит, смотрим, как работает глиттер Нирхау, и смотрим, как работает наш самодельный глиттер. В принципе, вполне достойно. Он не стирается, лежит достаточно прочно и качественно.